Привет, дорогие друзья! Тема сегодняшнего блога у нас очень интересная. Она ориентирована на тех, кто еще с чаем, скажем так, не знаком, либо хочет познакомить с чаем каких-то своих близких, знакомых, друзей и так далее. Тема у нас называется «Почему же здорово увлекаться чаем?». Вот такой вот интересный момент. Решил рассказать немного о всех плюсах, скажем так, чайного человека и почему же здорово им быть. Почему здорово увлекаться чаем не просто как там попил чайку там, с пряником, с сахаром, а именно как бы серьезно погружаться в это, заниматься этим, скажем так, когда чай становится уже частью жизни. Первый самый главный момент, по этой причине большинство людей в чай приходит, или не большинство, но, по крайней мере, очень заметная часть, это то, что чай, он является такой вот очень сильной альтернативой какому-то, скажем, такому более нездоровому досугу. То есть это такой полноценный, абсолютно такой даже ритуал, да, который, в общем-то, успешно заменяет любой нездоровый досуг. Собственно, то есть это здоровый, хороший такой вид отдыха в абсолютно любой компании, да, и очень полноценный при этом. То есть практически в любой ситуации попить чая уместно, да, и, собственно, в любой компании. То есть даже если где-то может показаться, что это как бы что-то такое экзотическое, на самом деле ничего такого абсолютно в этом нет экзотического. Просто ты привыкаешь и начинаешь пить чай уже как просто напиток, как каждодневную привычку, и радоваться жизни. Чай – это интересное хобби, очень такое, скажем, многогранное, глубокое, с очень богатой базой, исторической, культурной, то есть то, что может действительно изучать всю жизнь, узнавать что-то новое, и сорта, и посуда, и способы заваривания, и то есть все вот эти вот нюансы мелкие, они очень интересны, действительно, то есть это как именно хобби для изучения, весьма такая плодотворная, мощная ниша. И, собственно, безусловно, очень важно такое, скажем, психоэмоциональное воздействие на человека, то есть чай очень полезен для здоровья, чай очень здорово влияет на общее такое состояние человека, то есть он гармонизирует, выравнивает, успокаивает, но при этом ослабляет тело, он тонизирует, собственно, центральную нервную систему, то есть дает больше трудоспособности, особенно для мозговой деятельности. И на фоне этого, естественно, развиваются многие очень такие полезные свойства, которые помогают не только здорово чувствовать чай, но и помогают здорово чувствовать все, что тебя окружает, всю твою жизнь. То есть чай он начинает очень сильно изменять. В хорошем смысле, естественно. То есть ты начинаешь быть очень внимательным, очень таким осознанным, обращать внимание на детали и формировать вкус. Причем это понятие вкуса, оно очень широкое, как и органолептическая характеристика, то есть чай, то есть начинаешь оценивать чай, еду, уже ты не сможешь есть какой-то там фастфуд, там какую-то такую грубую пищу, да, там хочется что-то более тонкое, более натуральное, изысканное и так далее. И то же самое, конечно, касается чая, то есть какие-то ароматизированные там чаи вообще невозможно пить после этого. И такой же вот уровень качества, ты уже запрос качества повышается и на остальные сферы жизни. В том числе и на окружение, то есть на людей, с которыми ты общаешься, да, на какой-то там досуг, на культурное увлечение, на музыку, на все. То есть все, как бы, скажем так, требуется более высокоинтеллектуальный продукт для того, чтобы удовлетворять уже такой более поднявшийся уровень запроса. А еще не менее важно, как, собственно, влияет и само пространство, и сам вот такой неспешность, да, чаепития на человека. То есть можно, конечно, быстро чай попить, но тут даже не сам факт неспешности, а сколько сам факт вот этих всего ритуальных, вот этих всех деталей, антуража. Он успокаивает, очень гармонизирует какие-то небольшие предметы, концентрация внимания на них, да, некое такое вот состояние тренинга, там, медитации, там, как угодно можно назвать. То есть ты успокаиваешь себя и настраиваешь на очень такой позитивный, положительный лад. И тут может быть два состояния. Первое – это когда человек пьет сам один чай, да, то есть можно пить одному чай,
либо в каком-то очень таком спокойном состоянии там, с близкими людьми, а может быть в очень веселой компании и радостно общаться. То есть это может быть очень классным таким пространством для коммуникации людей. Причем самые разные ситуации. То есть чаепитие может быть очень разным и по настроению, и по какому-то состоянию, и по способу заваривания, по чему угодно. То есть не стоит, многие часто, кто начинает знакомиться с чаем, у них такое представление, что церемония, это что-то такое очень церемониальное, надо там очень внимательно все делать. Безусловно, есть церемониальное заваривание, есть заваривание не очень церемониальное. Я, кстати, вот в этом вот блоге рассказывал восприятие чая новичками, еще вот эта вот серия распространенные ошибки при заваривании чая, там некоторые эти моменты я тоже уже упоминал. Ну и самый, пожалуй, такой важный еще момент для организма человека, естественно, чай очень здорово влияет положительно на здоровье. То есть, скажем так, при нормальном потреблении, безусловно, чай исключительно положительный эффект. То есть это и антиоксидант, это и пищеварительную систему, это и, значит, против каких-то простудных заболеваний, множество других. То есть, как бы считается в Китае древнейшее естественное лекарство. Кроме того, в общем-то, чай-то изначально и был и воспринимался как лекарство, уже только потом это стало неким таким вот уже напитком, появилась чайная культура и так далее. Увлечение чаем раскрывает в каждом человеке что-то свое. Часто бывает, что человек может начинать что-то творить, человек открывает в себе какие-то новые грани, новые вещи, которые он сам даже себе не замечал, свои способности, свои какие-то интересы, увлечения. То есть он может и изменить, может раскрыть то, что уже было, может видоизменить какие-то там аспекты. Вот. И за счет именно изменения окружения, за счет изменения вот этих вот психологического, психоэмоционального фона, да, успокоения, конечно, в целом идет такое глобальное изменение жизни, окружения. И это, пожалуй, самое главное в чае. Вот. Я думаю, что это нужно всем, ну или, по крайней мере, очень многим, и как минимум тем, кто хочет быть осознанным, гармоничным, внимательным и радоваться жизни. Желаю приятных чаепитий.